Импорт регистратов прикуса или настройка виртуального артикулятора. А, Осуществляется это через папку импорт объектов. У нас есть здесь раздел регистрат прикуса и указаны список позиций м, предустановленных, которые обычно мы загружаем в программу. Это латеротрузии и протрузия. Это ортогнатическая позиция, лечебная позиция для лечения ВНЧС, привычная окклюзия, центральное соотношение, ну и скан восковых шаблонов для беззубых челюстей. Возьмем для примера какую-то позицию, она является лишь для примера, и все действия по совмещению сканов, они выполняются тождественным образом. Нажимаем кнопку «Загрузить». И выбираем в списке, значит, уже отсканированные регистраты, отсканированные либо внутриротовым сканом, либо лабораторным сканом. Они загружаются сюда, в программу. Вот они. И мы видим, что вот эти сканы определены как лабораторные, и у них вот эта поверхность зубов как бы обращена к зрителю. Мы видим ее желтый цвет. А вот это зеленое – это изнанка. Если мы включим, что это внутриротовые сканы, у нас инвертируются нормали, и мы видим, что это не совсем правильно. У нас вот эта наружная поверхность зубов должна быть желтая, поэтому вот этими кнопками мы это все регулируем. Следующая вот галочка, которая здесь имеется, в случае, если мы делаем внутриротовое сканирование, у нас может появиться вот здесь между зубами просвет, и тогда это будут два объекта, отделенных от друга, верхние и нижние зубы. То есть они импортируются сюда одним объектом, но программы автоматически могут быть разделены на два, потому что между ними здесь есть пространство. Это сделано для того, чтобы вот эти два регистрата, которые лабораторным способом загружены, отделять между собой как отдельные объекты. Поэтому галочку сейчас не ставим, нам не нужно два вместе сохранять. Мы можем здесь, сделав объект активным, удалить какие-то лишние части этого объекта, которые нам будут мешать при сопоставлении. Вот делаем активным этот объект и вот так обводим, удаляем, нажимаем на Delete на клавиатуре, и у нас этот объект удаляется. Вот. Ну и теперь мы готовы к совмещению. Нажимаем «Далее» и выбираем позицию, которую собираемся совмещать. Вот у нас была протрузия, да, и наведенные объекты. Если у нас что-то загружено сюда, видите, вот стоят галочки, какая-то другая позиция, то мы можем, ну, соответственно, при нажатии на «Далее» у нас появляется сообщение. Выполнить совмещение для регистрации протрузии? Да, нет. Если мы не хотим, мы игнорируем, ставим «нет» и идем дальше. Если мы хотим эту позицию зарегистрировать, а мы хотим сейчас это сделать, мы нажимаем «да». У нас появляется верхняя челюсть, верхний скан, и мы видим, что вот один из регистратов прикуса. Мы видим, что это левая сторона, поэтому скан разворачиваем левой стороной, правой кнопкой мыши эти операции мы делаем. И ориентируем его так, чтобы совпадали эти поверхности, ну, были тождественны. И нажимаем, теперь ставим точки соответствующие сюда и сюда. Эти точки надо ставить в одинаковых местах, и надо ставить эти точки на участки, где не искажена поверхность. Когда мы получаем регистраты прикуса, тут могут быть оттяжки, какие-то неровности. Вот мы видим вот здесь, вот видите, какие-то дефекты, которых нет на самом скане зубных рядов. Поэтому вот мы делаем предельно аккуратно, ставим эти точки. Эти точки можно поставить не только на зубы, но еще и на десну. Хотя на зубах это точнее. Мы можем даже поставить эти точки на оральную поверхность зуба, если она хорошо отображена.
Вот, ну, может быть, вот на этот бугор мы можем поставить вот сюда точку какую-то, но видим, вот здесь есть оттяжка, здесь ее нет, поэтому заканчиваем. Здесь указаны параметры, цифры, где совмещение хорошее, удовлетворительное или отличное. Посмотрим, какое будет у нас. Нажимаем «Далее». Программа совместила здесь объекты и указала 2.14. Это значит, что у нас в пределах хорошего совмещения. Можно, конечно, попробовать улучшить это. Вот запомнили эти цифры 2.14, но программа будет автоматически перебирать положение, чуть-чуть корректируя положение с скана на регистрата. И тут могут появиться другие цифры, но надо сказать, что это улучшение будет, ну, не грандиозным. Оно немножечко, цифры могут улучшиться, но надо сказать, что это не будет таким существенным. Вот видите, чуть-чуть они поменялись. А существенное улучшение может быть, если вы переставите точки, если вы, допустим, неудачно их поставили, то можно переставить и получить лучшие результаты. Идем далее. Если да, если результаты плохие или плохие или неприемлемые, то лучше либо переставить точки, либо регистрат прикуса вообще заменить. Идем далее. И теперь совмещаем регистрат с другой стороны. Вот теперь у нас с правой стороны регистрат. Приблизили сюда. Это смотрим аккуратно, где мы можем поставить точки. И ставим соответствующие точки на места, которые не искажены, как я сказал. Вот мы ставим эти точки аккуратненько на поверхности. Вот. И нажимаем «Далее». Получили тоже в пределах хорошо совмещение, что нас вполне устраивает. Нажимаем «Далее». И теперь мы видим, у нас есть уже два совмещенных с верхней челюстью регистрата и нижняя челюсть показалась. Теперь наша задача совместить с парой регистратом нижнюю челюсть. Опять все делаем то же самое. Ставим точки на участках, которые поверхность не искажена, где имеется соответствие от поверхности одной и другой. Поворачиваем на другую сторону и также ставим точки. Вот здесь у нас... ну у нас одинаково, да, следы, видимо, композита, так что здесь это не ошибка. Поэтому вот поставили мы точки, нажимаем «Далее». Видим результат. Он вполне удовлетворительный. Почему у нас может происходить вот ухудшение цифр? Оно может происходить из-за погрешности совмещения и погрешности самих оттисков и регистратов, поскольку поверхности не идеально совпадают друг с другом. Но удовлетворительный результат – это вполне приемлемый для работы. Конечно, лучше получать результат хорошо. Нажимаем «Далее». Нам предлагается выполнить еще для другой позиции. Если она нам нужна, мы проводим совмещение. Да? Если мы ввели по ошибке эти регистраты и кликнули сюда и ошиблись, введя их, то мы нажимаем «Нет», «Нет» и переходим дальше к дальнейшей обработке. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Для этого нам нужно совместить сканы с, с КТ, что делается на последующих обработках 3D-сцены. Сейчас я это сделаю, и мы вернемся к просмотру результата. Итак, возвращаемся к просмотру. У нас совмещены сканы и КТ. И давайте посмотрим, как выглядит вот заданная позиция в функции виртуальный артикулятор. Она сейчас активируется. И вот мы видим, что из привычной окклюзии в положение протрузия, которое задано нами регистратами, у нас головки переместились вот таким образом. И мы можем посмотреть анимацию, как это
происходит в этом движении. И можем посмотреть параметры